Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим вкуснейший открытый пирог из песочного теста, киш с лососем и брокколи. Традиционно для этих пирогов готовят песочное тесто на основе белой пшеничной муки. Но мне захотелось попробовать приготовить этот безумно вкусный пирог на основе кукурузной муки, которая придаст большую рассыпчатость песочному тесту, и пшеничной цельнозерновой, которая гораздо полезней обычной белой муки. Итак, приступим. Для начала приготовим тесто для нашего французского пирога. В чашу, в которой будем замешивать тесто, высыпаем предварительно просеянную кукурузную муку и пшеничную цельнозерновую муку. Я воспользуюсь мукой «Кудесница». У нее идеальный помол и отличное качество. Смешиваем два вида муки и натираем в нее очень холодное, можно сказать, ледяное сливочное масло. Перетираем руками муку вместе с маслом. Делать это нужно быстро, чтобы масло не успело растаять. Должна получиться мелкая холодная крошка. Добавляем в чашу соль, сахар и один желток. А белок от этого яйца используем чуть позже. Все хорошо перемешиваем и буквально по 1 столовой ложке добавляем в тесто ледяную воду, каждый раз хорошо перемешивая. Воды берите столько, чтобы тесто начало собираться в единый комок. Мне для этого потребовалось 4 столовые ложки. Быстро замешиваем тесто, пока масло не растаяло, и собираем его в шар. В отличие от песочного теста, приготовленного традиционным способом на пшеничной муке, тесто на кукурузной муке впитывает чуть больше воды, получается более рассыпчатым и при этом не требует перед выпеканием предварительного охлаждения в холодильнике. Тесто готово. Выпекать буду в стеклянной огнеупорной форме диаметром 28 см. Выкладываем тесто в форму, а поскольку оно и так жирное, предварительно смазывать ее ничем не нужно. Распределяем тесто ровным слоем по всей поверхности формы, в том числе формируя бортики высотой 3-4 см. Если удобно, делайте это руками или воспользуйтесь небольшим валиком. Основа из песочного теста готова, и сейчас мы отправим ее в духовку. Для этого очень часто накалываем тесто вилкой, чтобы при выпечке оно не вздувалось. Накрываем тесто фольгой или, как в моем случае, бумагой для выпечки и высыпаем груз. В качестве груза можно использовать фасоль, горох, рис или специальные керамические шарики для выпечки. Когда-то купила красный рис, а он не пришелся нам по вкусу. Теперь я применяю его для этих целей. Отправляем форму в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. А тем временем займемся начинкой. Для отваривания брокколи устанавливаем на плиту небольшую кастрюльку с водой, добавляем соль и доводим воду до кипения. Одновременно с этим в сковороду выливаем растительное масло и пока оно разогревается, нарезаем луковицу мелким кубиком. Отправляем нарезанный лук в сковороду и обжариваем до золотистого цвета. А пока лук обжаривается, нарезаем рыбу небольшими кусочками. Если попадаются косточки, обязательно их удаляем. Не забывайте периодически помешивать лук. В кипящую подсоленную воду отправляем соцветия свежей или, как в моем случае, замороженной капусты брокколи и бланшируем 3-4 минуты. В хорошо обжаренный лук измельчаем 2-3 зубка чеснока. Перемешиваем и обжариваем не более 1 минуты. А пока он обжаривается, дорезаем рыбу и отправляем ее в сковороду. Перемешиваем очень аккуратно, чтобы не поломать кусочки рыбы. Присыпаем солью и свежемолотым перцем. Еще раз перемешиваем и обжариваем буквально 1-2 минуты, чтобы рыба только побелела снаружи, но внутри осталась сырой. Перекладываем рыбную начинку на тарелку, пусть остывает. Брокколи тоже готово. Выкладываем на другую тарелку и даем остыть.
Для начинки нам также потребуется сыр, который нужно натереть на крупной терке. Используйте любой твердый сыр, который вам нравится. Если соцветия брокколи крупные, разрежьте их на небольшие кусочки. А пока мы подготавливали продукты для начинки, основа для нашего пирога уже испеклась. Достаем ее из духовки. Снимаем бумагу вместе с грузом и даем основе слегка подстыть. Корж и начинка готовы. Остается приготовить заливку для пирога. Для этого в миску я выбила 3 яйца и добавила белок, который остался у нас от приготовления теста. Перемешиваем яйца венчиком, добавляем соль, немного куркумы для цвета и свежемолотый перец. Еще раз все хорошо перемешиваем. Добавляем в яичную смесь жирные сливки или сметану. Я буду использовать сметану. Все смешиваем и всыпаем мелко нарезанный укроп, который отлично сочетается по вкусу с красной рыбкой. Заливка готова, и нам остается собрать пирог. На основу из песочного теста равномерно выкладываем кусочки красной рыбы с обжаренным луком и чесноком. Между кусочками рыбы распределяем небольшие соцветия брокколи. Щедро присыпаем сыром и заливаем подготовленной яично-сметанной заливкой. Убавляем температуру в духовке до 170 градусов и выпекаем пирог еще в течение 1 часа. Готовность пирога определяем по наличию золотистой корочки, при этом начинка должна загустеть и стать плотной. Спустя час наш пирог готов. Достаем его из духовки и даем немного остыть. Теплый пирог перекладываем на блюдо и подаем к столу. Тонкое хрустящее тесто из кукурузной цельнозерновой муки получилось нежным и рассыпчатым, при этом хорошо держит форму и отлично режется. Вот так пирог выглядит на разрезе. Он полностью пропекся. Красная рыбка идеально сочетается со сладковатой брокколи, сливочным вкусом расплавленного сыра и нежной яично-сметанной заливкой. Куркума придает пирогу красивый желтоватый цвет, а вкус пирога просто не передать словами. Это надо попробовать. Подобные пироги я пеку давно, но в этот раз мне захотелось заменить обычную белую муку на смесь цельнозерновой и кукурузной. И должна сказать, что пирог удался на славу. Как вы заметили, я часто готовлю выпечку, используя муку из разных злаков. Это не только вкусно, но и очень полезно для здоровья. Рекомендую приготовить и попробовать этот замечательный пирог. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх, делитесь видео с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть много рецептов вкусных пирогов и другой несладкой выпечки. Посмотрите, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.